25 июля компания Great Wall Motors представила обновленную версию внедорожника Tank 500. Внешние изменения не слишком заметны, классический брутальный стиль остался, но внутри все стало гораздо интереснее. Салон получил серьезное улучшение. Теперь комфорт пассажиров на новом уровне, а материалы и отделка выглядят солидно и современно. Также Tank 500 обзавелся расширенным набором систем помощи водителю. Тут и новые функции, и улучшенная электроника, которая поможет сделать поездки более безопасными и удобными. Предзаказы стартуют уже в августе, а продажи запланированы на третий квартал 2025 года. В целом, Tank 500 по-прежнему остается большим и уверенным внедорожником, но теперь с технологичным взглядом в будущее. И да, если вам нравится ощущение настоящей машины под собой, это все еще он. Только чуть умнее, удобнее и современнее. Итак, какие изменения претерпел этот внедорожник, который вышел на рынок в 2021 году и с тех пор успел заслужить уважение и внимание многих автолюбителей? Главная техническая новинка – установка на крыше лидара Hesai ATX, который обеспечивает работу продвинутого комплекса помощи водителю Coffee Pilot Ultra. Этот внедорожник оснащен 27 датчиками, отвечающими за функции автопилота, интеллектуальной парковки и другие системы, которые значительно облегчают управление как на высокой скорости, так и в городских условиях. Все это расширяет возможности автомобиля и повышает уровень безопасности. Особенно интересно, что инженеры Tank 500 совместно с компанией Hesai смогли снизить высоту лазерного радара на 45%, а его общий объем на 60%. Благодаря такому решению лидар органично вписался в линию крыши и стал практически незаметным. Однако официальный представитель не подтвердил, входит ли лидар в стандартную комплектацию или останется опцией для более дорогих версий. Внешне Tank 500 сохранил свой узнаваемый стиль, но получил обновленную решетку радиатора с крупными горизонтальными планками, которые тянутся до фар и делают машину визуально шире и солиднее. Новинка также получила эффектный зеленый оттенок кузова, созданный с помощью технологии направленного распыления металла. Благодаря ей каждая частица краски ложится точно, и кузов переливается от темно-зеленого до изумрудного в зависимости от угла освещения. Габариты остались прежними. Длина – 5078 мм, ширина – 1934, высота – 1905, колесная база – 2850 мм, дорожный просвет – 210 мм. Угол въезда – 29, угол съезда – 24 градуса, то есть машина готова к небольшим приключениям вне асфальта. Важно отметить и значительный вес автомобиля. Снаряженная масса достигает 2830 килограммов, а полная – 3330. К тому же, с завода автомобиль может комплектоваться с шинами размером 19 или 20 дюймов. К тому же, новый автомобиль может буксировать прицеп массой до 2,5 тонн. Отличный бонус для тех, кто любит путешествовать с дополнительным багажом или катером. Судя по сертифицированным данным, автомобиль сохранит две силовые установки, которые использовались и до обновления. Это гибридные версии High 4T и High 4Z. High 4T – это сочетание 2-литрового турбомотора мощностью 250 сил и электродвигателя, работающего в паре с 9-ступенчатым автоматом. Совокупная мощность установки достигает 408 сил, что позволяет разгоняться до 100 км в час за 6,9 секунды. При этом расход топлива – 8,8 литра на 100 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км в час. Тяговая батарея, тройной литий-ионный блок емкостью 37 кВт-часа, обеспечивает запас хода на электротяге до 110 км, а общий запас – до 790 км. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 50 кВт. С 30 до 80% аккумулятор заряжается за 24 минуты. Версия High 4Z оснащена турбомотором на 2 литра и двумя электродвигателями, которые работают в паре с трехступенчатой коробкой DHT. Общая мощность – 865 сил, а крутящий момент достигает 1195 ньютон-метра.
До сотни такой гибрид разгоняется всего за 4,6 секунды, при этом расходует в среднем 8,6 литра на 100 километров. Батарея тройной литий-ионный блок на 59 киловатт-часа дает до 201 километра чисто электрического хода, а в сумме с бензином запас хода составляет 1096 километров. Максимальная мощность зарядки 163 киловатта. Из 30 до 80% зарядиться можно за 15 минут. По сравнению с экстерьером, салон внедорожника претерпел заметные и довольно серьезные изменения. Центральный тоннель стал намного чище, теперь там остались новые физические кнопки и качающиеся рукоятки для управления полноприводной трансмиссией и внедорожными режимами. Интересно, что селектор коробки передач перенесли на рулевую колонку. Решение не совсем привычное, а вместо него появилась двойная площадка для беспроводной зарядки смартфонов. Кстати, похожее обновление недавно получил и младший Tank 300. В салоне обновленного внедорожника теперь новые сочетания материалов, цветов и декоративных вставок. Дизайн стал более современным и стильным, но без излишеств. Приборная панель сохранила свою технологичность. 12,3-дюймовый дисплей и 14,6-дюймовый центральный экран с операционной системой Coffee OS 3 обеспечивают удобство и быстрый доступ ко всем функциям. Особенно интересен встроенный в центральную консоль холодильный бокс, который может охлаждать до минус 6 градусов или согревать до 50. Для пассажиров на втором ряду появился большой 17,3-дюймовый потолочный экран с высоким разрешением 3К. Управлять мультимедийной системой можно несколькими способами: голосом, жестами, через сенсорный экран, мобильное приложение или специальный пульт на заднем подлокотнике. Все сиденья отделаны кожей Напа и оснащены функциями вентиляции, подогрева и массажа, правда, за дополнительную плату. Спинка заднего сиденья регулируется по углу наклона, что позволяет найти удобное положение в поездке. А если нужно взять с собой побольше вещей, багажник при сложенных сиденьях второго ряда увеличивается до 1489 литров. Старт предварительных продаж запланирован на август 2025 года, а полноценный запуск ожидается в третьем квартале. Цены производитель пока не объявил. Для справки, текущие модели Hi 4T и Tank Hi 4Z на китайском рынке стоят 47 тысяч и 50 700 долларов соответственно. Судя по всему, на обновленный внедорожник серьезного подорожания ждать не стоит. К слову, в первой половине 2025 года серия Tank 500 разошлась тиражом более 21 тысячи машин. Неплохой результат для такого класса. Вот только интересно, сумеет ли новинка повторить успех или даже переплюнуть предшественника. Обновленный Tank 500 сохранил свои ключевые сильные стороны – мощь, брутальность и надежность, но при этом стал заметно современнее и технологичнее. Улучшенный интерьер, продвинутые системы помощи водителю и новые удобства делают поездки комфортнее и безопаснее. Судить, стал ли внедорожник лучше, в итоге предстоит самим покупателям. Их опыт и отзывы покажут, насколько удалось сохранить дух настоящего Tank, добавив при этом свежие возможности. Время покажет, сможет ли новинка повторить или превзойти успех предшественника. Если наш обзор вам понравился, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. В мире автомобилей всегда что-то новое, и мы готовы делиться с вами самыми свежими новинками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Желаем удачи на дорогах и безопасных путешествий.